Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вынуждены извиниться за задержку наших съемок, но мы работали это время над пророчествами, которые есть в Агние и которые сегодня важны для каждого человека, особенно в нашей стране, да и вообще на Земле. Но это видео мы посвящаем, конечно, состоянию здоровья, как уберечь здоровье в состоянии войны, в котором находится наша страна. Здравствуйте. Евгений Евгеньевич, объясните, пожалуйста, что такое болезнь? Как ее лечить? Что нужно сделать для того, чтобы не болеть? И почему мы болеем? Но прежде всего мы должны исходить из понятия восточной медицины, которая насчитывает 5000 лет, и особенность понятия болезни восточной медицины – это нарушение энергетики человека. То есть человек – это энергетическое существо, которое связано с окружающим миром, со стихиями: воздух, вода, земля и огонь. От каждой стихии мы получаем энергию. Также энергию мы получаем из растительного, животного мира и от общения с людьми. А также самое главное, что мы получаем энергию из высших энергоинформационных планов, как бы мы это ни называли: Бог, Аллах, Будда или просто высшие энергоинформационные планы. Это очень важная энергия, потому что человек более сложное существо, чем набор клеток, мышц, костей. Человек устроен так, что он имеет тело, душу, это эмоции, переживания, восприятие прекрасного, а также дух. Дух связан непосредственно с высшими энергоинформационными планами, и мы получаем энергию из Вселенной, из космоса. То есть мы можем сказать, что мы частичка Вселенной. То есть мы связаны с космосом. Да, мы космические существа, и это для нас очень главное, потому что часто заболевания возникают из-за того, что человек не получает достаточно энергии именно из высших энергоинформационных планов, а он их может получить только посредством определенных духовных практик, таких как молитва, медитация. Трудно общее благо. Добрые дела тоже приводят к тому, что человек получает энергию из высших энергоинформационных планов. Почему в Тибете ламы говорят, что есть неизлечимые больные, но нет неизлечимых болезней? Ну, во-первых, ламы, они обладают таким ясновидением, они видят энергетику человека, и, соответственно, они еще владеют пульсовой диагностикой. То есть по пульсу они могут поставить диагноз состояния энергетической системы. И они еще знают, что очень много зависит от того, что человек хочет быть здоровым. Если он хочет быть здоровым, если есть устремление, у нас в каждом человеке заложены механизмы быть здоровым или не быть здоровым. То есть это наше желание. А вот как они узнавали, что у человека есть устремление? Ну, в Тибете монастыри находятся в отдаленных горных вершинах. И чтобы добраться до этих монастырей, часто человеку приходится преодолевать большие расстояния, определенные трудности, связанные с погодой и так далее. И это уже могло позволить ламам говорить, что у человека есть стремление быть здоровым. А вот как, не обладая уникальным даром, не владея пульсовой диагностикой, как можно в настоящее время узнать о состоянии организма? Ну, в предыдущих видео мы уже рассказывали, что сегодня у нас есть аппаратура,
которая может определить энергетику человека. По излучению пальцев рук мы можем определить состояние любого органа, любой системы, даже когда пациент сам еще не может сказать, что он болен. То есть мы можем увидеть недостаток, избыток энергии в определенных органах, что тоже плохо. То есть энергия должна быть гармонично распределена по всему организму, по тем 12 каналам, о которых говорит восточная китайская медицина, и 2 непарных канала. Вот если энергия по ним течет правильно, равномерно, человек здоров. Если эта энергетика нарушена, мы это видим на снимках, то есть на компьютере мы сразу видим недостаток или избыток энергетики в любой системе, в любом органе. Это позволяет нам поставить диагноз даже до того, как человек испытывает определенные симптомы болезни. А вы могли бы привести примеры вот из своего опыта? Ну, я вам скажу, вот у нас был пациент, который, он руководитель, пришел к нам и говорит, я чувствую недомогание, чувствую повышенную усталость, першение в горле. И мы на аппарате увидели признаки, что у него может возникнуть рак легких или рак гортани. И мы начали расспрашивать анамнез. Оказалось, он руководитель, и все совещания проходят у него в кабинете. Значит, и в это время все курят, эти совещания длятся по много часов. И мы сказали, что вот вы можете заболеть. Он, а как я могу, самая для него большая трудность, он говорит, как я могу заставить своих подчиненных не курить, они уже привыкли. Я говорю, если вы хотите заболеть, и это может быть даже финальным таким состоянием вашей жизни, то, наверное, вам надо изменить образ жизни. И мы порекомендовали, чтобы он тратил какое-то время, выезжал на природу, гулял 2-3 часа, может быть, 3 раза в неделю. Он говорит, я не могу. Я говорю, хотя бы раз в неделю, выезжайте подальше и будьте именно на природе. То Ну, есть эта аппаратура может диагностировать рак, да? об этом писал еще Кирлян в своих дневниках. Мы в станице Деньской изучали дневники Кирляна. Он сказал, что на тот момент было написано, что через 50 лет врачи смогут определять рак по излучению. Уже прошло 80 лет, но, к сожалению, пока аппаратура не набула такой известности и не так широко применяется, как хотелось бы нам, вот тем специалистам, тем врачам, которые работают с этой аппаратурой. А почему она до сих пор эта аппаратура не получила широкого распространения? Но то, что понятие о том, что человек энергетическое существо, к сожалению, не привелось на Западе. На Западе, в том числе и в нашей стране, и в многих других странах, Африке, Америке, человека воспринимают как то тело. Хотя даже Гиппократ в ранних его работах писал, что человек – это энергетическое существо. Если не принимать, что человек связан энергиями, что мы можем по энергиям определять состояние его здоровья, то, соответственно, мы будем лечить только тело. И человек не будет получать ту целительную энергию, которая ему нужна. Если он не проводит время на природе, если он не получает хотя бы из окружающей среды чистую энергию, хотя если он неправильно питается, пьет нечистую воду, я вам скажу, что в источниках аюрведы написано, что человек должен жить в среднем 240 лет. Вот насколько мы сокращаем свою жизнь.
То есть это от нас зависит. А скажите, пожалуйста, как наши мысли могут влиять на болезнь? Ну, во-первых, если мы говорим, что человек – это космическое существо, то наша мысль – это материальная субстанция. То есть если мы думаем о чем то плохом, мы притягиваем негативную энергию, которая оказывает на нас, ну, как сказать, плохое влияние, она вызывает у нас болезнь. Если мы мыслим о хорошем, мысль материальная, если мы устремляемся к высшему, то мы получаем энергию. Если мы делаем добрые дела, мы получаем энергию, которая исцеляет наш организм. Вот это, наверное, самое главное. М, м, вот, если бы человечество приняло понятие, что вся Вселенная – это целостная система, связанная энергией, что есть высшие энергоинформационные планы, есть планеты, на которых жизнь стоит на очень высоком уровне. И эта энергия дает нам возможность быть здоровым. Это надо принять. А скажите, пожалуйста, кармические болезни лечатся? Ну, карма стала уже таким понятием, что она влилась в наш обиход. Мы уже знаем, только мы рассматриваем карму с позиции, что карма – это наказание. Все говорят: "Вот плохая карма, она тебя наказала, мгновенная карма". А карма в понятиях Востока, в понятиях Агни-йоги – это действие. То есть если человек понимает, что он болен и он хочет выздороветь, он может побороть многие заболевания. Вот основной признак, когда человек не понимает, то он болен, вот это те кармические болезни, которые практически не поддаются лечению или поддаются с очень большим трудом. И то, если человек осознает, что он болен, и примет это решение, вот тогда есть небольшая надежда, что он исправит свое состояние здоровья. Вы часто упоминаете Агни-йога, учение «Живая этика». Вот о чем оно, зачем и в чем его суть? Но если мы возьмем XVIII век, то мы увидим, что с середины XVIII века на Землю приходят новые энергии. Они ускоряют течение цивилизации. Особенно в последнее время мы можем это увидеть на банальных примерах. Мы видим, проходит 5 лет, выходят совершенно новые машины, новые компьютеры, а старые устаревают. Человечество, многие ощущают, что время ускорилось. Да, оно ускорилось. В связи с чем оно ускорилось? Оно ускорилось в связи с тем, что на Землю пошли новые энергии, которые меняют многие процессы. Это описано в Ведах как эпоха Кали-юги, которая заканчивается, и мы приходим к новому миру, в котором будет совершенно другое понимание, и высший мир станет для многих людей реальностью. Вот в середине XIX века через Блаватскую была дана тайная доктрина, тайные знания. Была попытка создать братство на земле, причем, к сожалению, немногие восприняли это. В начале XX века, в середине XX века на Землю было дано учение Агни-йоги, которое говорит о высшем мире, о связи с высшим миром. В принципе, это учение, которое говорит о том, как быть здоровым, как быть счастливым, как быть гармоничным в этом мире. Но непринятие этих энергий приходит к катаклизмам, к войнам, к тому, что происходит извержение вулкана, потому что человечество еще должно понять, что все, что нас окружает, это живое. И Земля – это тоже живой организм. И если мы, допустим,
Мы проводили исследования в шахтах и проводили исследования энергетики в пещерах, естественно. В шахтах энергетика человека падает. То есть это совершенно неправильно. Мы потребляем ресурсы, не задумываясь об этом. А в пещере, наоборот, в естественных условиях энергетика возрастала. Мы были в экспедициях и проверяли этот закон. Допустим, в Гималаях энергетика даже без всяких практик увеличится в несколько раз. Вот мы в группе, когда были в течение 7 дней в экспедиции, значит, энергетика группы за 7 дней возросла на 30% в совокупности. Сейчас очень сложное время, у нас в стране война. Скажите, пожалуйста, вот нужны ли эти знания во время войны? Конечно, нужны эти знания. Прежде всего, должно у людей быть понимание то, что мы бессмертные существа. Об этом говорит Агни-йога, об этом говорит восточные учения, что есть закон реинкарнации, что смерти нет. Потому что сегодня большинство людей боятся именно смерти, но ее нет. И если бы сегодня характеризовать состояние не только нашей страны, а вообще Земли в целом, это общая тревога. У нас одна тревога, на Западе другая тревога, но все равно Земля погружена в состояние общей тревоги. Что будет дальше? А дело в том, что закончится эпоха Кали-юги, и мы вступим в другую эпоху, которая будет совершенно гармонична, в которой люди будут счастливы. А сейчас идет выбор. Сейчас каждый человек выбирает между светом и тьмой. Я советую почитать, есть очень хорошая книга «Космические легенды», там описано такой, что говорят легенды о будущем. Ну, тоже можно прочитать и про апокалипсис в Библии. То есть выбор между светом и тьмой. И вот я вначале говорил, что мы сейчас заново переосмысливаем очень многие вещи, которые есть в Агни-йоге. И, допустим, если 20 лет, 10 лет назад определенные книги были нам непонятны, то сейчас, например, наступило время понимания, что происходит на Земле. Что идет соприкосновение с высшими космическими энергиями, которые делают человека или счастливым, или несчастным. Поэтому надо всегда понимать, если даже в условиях войны, в условиях тревоги, можно погибнуть и в обычной жизни. Ну да. И можно попасть под машину, идя на зеленый свет, ну и так далее, и так далее. В жизни много якобы есть случайностей. Но если мы включаем в себя высшие энергии, эта вероятность уменьшается намного. То есть человечество должно понять, что есть характеристики духа, через которые мы получаем высшие энергии. Это вера, надежда, свобода, равенство, братство. Что еще? Совесть. Нет, совесть – это у нас проводник к характеристикам духа. Без совести, вот совесть – это четкий диагностический признак того, что если у человека нет совести, он в будущем он может не пройти дальше. То есть его будущее, он для себя слагает очень печальное будущее, вплоть до того, что реинкарнация может не повториться для него. То есть он может не воплотиться. То есть это барьер, в котором нам надо развить качество духа. Евгений Евгеньевич, что нам всем делать для здоровья, для своего здоровья? И что мы можем сделать для того, чтобы улучшилось сознание людей? Ну, самое главное, К лучшему, чтобы оно изменилось к лучшему.
понять, что мы космические существа, что есть высший мир, который всегда приходит на помощь. Вот для верующего человека молитва – это естественное состояние. Он знает, что молитва помогает. Вот мы проводили исследование. У нас был пациент, который говорил: нет, я ни во что не верю. Мы снимали его до, потом давали ему Евангелие, просили почитать 30 минут. Он читал 30 минут, мы снимали, энергетика возросла в 2 раза. Энергетика стала гармоничной. Потом он пошел, и через 4 часа мы повторили. Все вернулось на свои места. То есть, когда люди поймут, что мы связаны с высшим миром, то нам всегда будет приходить помощь. Еще несколько важных вопросов. Скажите, пожалуйста, как эффективно работать со стрессами в реальных событиях войны? Психические и психосоматические заболевания, связанные с войной, как им противостоять? Но прежде всего, как я уже говорил, надо понимать, что смерти нет. И то, что мы имеем в материальном мире, то, что у нас есть, это мы с собой не забираем в тот мир, в который мы переходим, в другое состояние сознания. И если мы теряем близких, теряем родственников, теряем какие-то ценности, это ничего не значит. Значит то, что мы делаем добрые дела. Я вам расскажу, что вот мы рекомендуем пациентам сегодня взять свои отрицательные качества. Там тревожность, противоположность спокойствию. Значит, другие страх смерти. Значит, и выработать для себя такую программу самовнушения. Если человек будет тратить 30 минут, гуляя, обязательно надо движение, потому что движение заменяет многие лекарства, но ни одно лекарство не заменяет движение, так сказал академик Павлов, всемирно признанный авторитет. И мы повторяем в течение 30 минут это внушение, оно будет реализовано. Мы изменимся, у нас уйдет эта тревожность или другие отрицательные качества. Ну и добрые дела. Любое доброе дело включает нас в цепь иерархии. То есть, делая добрые дела, мы себя окружаем аурой, которая делает нас здоровыми. Вот у нас была пациентка, которая прошла наши курсы, и она после этого начала делать с детьми, организовала кружок мягких игрушек, и они начали шить такие сердечки разного размера. И дети вкладывали туда записочки с пожеланиями здоровья, счастья, гармонии. И дарили или продавали эти, ну, кто хотел, жертвовали за эти игрушки средства определенные, и они себя чувствовали лучше. И наша пациентка сказала, что я нашла себя, я теперь чувствую себя здоровой. Сейчас происходят такие события, которые вызывают протест, возмущение, боль, гнев, горечь от ощущения собственного бессилия и беспомощности. Вот как быть в этой ситуации? Дело в том, что иногда эти состояния возникают от того, что мы живем в мегаполисах, где люди влияют друг на друга. Эти негативные мысли и негативные слова меня иногда очень напрягает. Я вот мне трудно слушать, может, даже объективные какие-то передачи, где дикторы или ведущие употребляют эти цензурные слова. Они даже не знают, насколько они загрязняют не только себя, они загрязняют пространство, они загрязняют вокруг людей. Мы видим сегодня дети, но нецензурные слова для них являются нормой. Это совершенно неправильно, это загрязняет пространство. Любое доброе дело, которое делает человек, если он даже садит цветы возле своего подъезда,
если что-то он делает хорошее для других людей, если он занимается волонтерством, он включает себя в цепь иерархии света, он получает энергии. Вот это самое главное. Делая добрые дела, мы становимся цепь света. Вы говорили, что работаете над прогнозами относительно будущего человечества. Что важного вы узнали и чем бы вы могли сегодня с нами поделиться? Но дело в том, что мы уже на протяжении нескольких месяцев заново изучаем две книги Агни-йоги, которые нам, вот я об этом уже говорил, были непонятны, некоторые пророчества. Сейчас они сбываются. Сбываются в отрицательном смысле, что если человечество потеряет связь с космическим магнитом, с высшими энергоинформационными планами, это может привести к гибели Земли. Нам это было непонятно, но сейчас мы над этим работаем. Я думаю, мы сделаем отдельную передачу. По этой теме она очень важна, потому что надо изменить сознание человечества. Мы стоим перед выбором, о котором сказано, планета может погибнуть, может не погибнуть, зависит от того, как человечество отнесется к тому, что происходит. Идет борьба света и тьмы, добра и зла. И об этом уже многие говорят. Есть ось добра, есть ось зла. И каждый человек должен выбрать. Чем больше людей выберет добро, свет, тем быстрее закончится эта наша темная эпоха. Спасибо. Я желаю нашим зрителям бороться за свое здоровье, чтобы они знали, что каждый человек, он владеет своей судьбой, своим здоровьем и своим благополучием. Пусть миру будет хорошо. Спасибо.